Часто бывает на приеме, мы выясняем, что человек говорит, а я пью много всего. Я омега-3 пьете, я омега-3 пью. А сколько вы пьете? Какой препарат вы пьете? Что вы почувствовали, когда начали принимать омега-3? Человек говорит, ничего не почувствовал. Что же будет, если каждый день принимать омега-3? Ничего не будет. Почему же так происходит? Очень многие говорят об этом. Омега-3 кислоты нужно принимать в определенном количестве. Для того, чтобы назначить пациенту какое-то определенное количество омега-3 кислот, доктор сначала проводит анализ. А вы можете его самостоятельно сдать в любой лаборатории. Он называется омега-3 индекс. И он должен у вас минимум составлять 8. Но на самом деле это не целевой показатель. Целевой показатель 12. Запомните эту цифру, пожалуйста, и можно с ней уже приходить даже на прием к эндокринологу, либо сдать по назначению эндокринолога. Каждому человеку полагается свое количество омега-3 кислот. Если это одна капсула, в которой содержится около 1000 миллиграмм икозапантоеновой и докозагексаеновой кислот суммарно, это крайне мало, это ни о чем. Одну капсулу можно назначить ребенку до 7 лет. Такой ранний школьный возраст. Всем остальным людям, у которых есть, например, инсулинорезистентность, избыточный вес, увядание тканей в силу различных причин, нарушение плотности костной ткани, нарушение текучести мембран клеток, это все диагностируется в лаборатории, достаточно несложно. Всем этим людям одной капсулы будет недостаточно, поэтому, когда мы назначаем в сутки прием минимум 3-4 грамм, то есть это 3-4 вот эти большие капсулы омега-3 кислот, кто-то удивляется, а кто-то говорит, так зачем же я пил тогда одну? Итак, для того, чтобы ваш прием омега-3 кислот был адекватным, что нужно сделать? Сдать омега-3 индекс, правильно рассчитать дозировку, выбрать поставщика, производителя омега-3 кислот правильного. Что это означает? Это означает, что в одной капсуле омега-3 кислот, там где что-нибудь написано цифрами, это должно быть примерно 950 минимум, но 1000 миллиграмм омега-3 кислот в одной капсуле. Это стратегически важный момент, потому что есть на рынке в аптеках, я их вижу, достаточно дорогостоящие препараты, в которых только 200 или 300 миллиграмм, то есть для того, чтобы вам набрать 3-4 грамма целевых, ну это прям очень много капсул. Еще одна история, что должен правильно делать производитель. Обязательно указывать индекс токсичности на упаковке. Тоже обратите, пожалуйста, в это внимание, это важно. И еще одна история, это прием не только адекватного количества и качества этого препарата, но и продолжительность приема. Что же мы пишем на своем приеме, наши эндокринологи пишут? Прием омега-3 кислот пожизненный. И пациент иногда говорит, да, это совершенно для кого-то удивительно, но без этих самых омега-3 кислот у вас не будет плотной упругой кожи, у вас не будет хорошего зрения, у вас не будет хороших ментальных когнитивных функций, то есть ваш мозг не сможет работать нормально. А как мы знаем, единственная часть мозга, которая вынесена за пределы черепной коробки, это наша сетчатка глаза, поэтому зрение напрямую зависит от омега-3 кислот. У вас не будет хорошей текучести вашей крови, которую мы называем реология, реологические свойства. И эта склонность к тромбообразованию. Мы прекрасно знаем уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Он по-прежнему лидирует, по-прежнему на первой занимает строчки по смертности, особенно у мужчин и у женщин после 50 лет. Прием омега-3 кислот позволяет всему организму работать целиком, хорошо и правильно. И еще одна хорошая новость. Помимо красивой кожи, волос, ногтей и так далее, менопауза и андропауза у людей, которые с молодого возраста употребляют, скажем так, кому-то повезло с едой, достаточное количество омега-3 кислот гарантировано на несколько лет позже. Известны случаи, что и 8-10 лет мы можем отсрочить. Так что принимаем омега-3, тогда все будет хорошо.